Привет! Я решила, что пора мне начать брать жизнь в свои руки. И я хочу менять, по крайней мере, то, что не зависит от других людей. Я всегда обожала просто интерьеры, декор. У меня просто коллекции журналов Elle Decoration, AD, ну и так далее, всякие такие дизайн-архитектурные журналы. Я постоянно все смотрела в интернете, связанное с этим. И я решила, что почему я не пойду и не сделаю это. Я считаю, что ничего не происходит просто так. Видимо, так для чего-то нужно было. Изначально я отучилась на международном менеджменте, на управленца. После этого я работала в ивент-агентстве. Если кто не знает, это агентство по организации мероприятий. В общем-то, я всю жизнь была очень творческим человеком. И вот если здесь есть творческие люди, вы меня поймете, что когда ты перестаешь в жизни делать что-то творческое, когда ты просто глушишь как будто вот этот творческий поток какой-то. Иногда бывает, что прям вот хочется что-то сделать, но ты это глушишь за счет того, что там надо учиться, надо работать. Со временем как будто в жизни перестает чего-то вот такого важного хватать, такого, что делает тебя реально счастливым. И закончив учебу, я попыталась найти что-то хотя бы немножко творческое, приближенное к той профессии, которую я получила. И я решила, что это ивент, потому что праздники — это всегда творчество, как я тогда думала. И организация — это то, что прям про меня. И плюс я, сколько себя помню, я всегда любила организовывать праздник. Я подумала: о, круто, я пойду, наконец-то, это моя мечта. Оказалось, что это не так весело, и творчество там не то что 1%, ну, там вообще нету творчества, Для тех, кто отучился на бакалавриате и имеет выше, может пройти переквалификацию. В общем, прежде чем сообщить эту новость родителям, потому что, я не знаю, мне кажется, я как любой ребенок своего родителя боюсь как-то разочаровать, потому что они и так ожидали, что я отучусь на управленца, потом поступлю в MBA, еще на другую страну. В общем, это целая история. Я уже этого не сделала, потому что я тоже поняла, что это не мое. У нас в семье мы просто очень все близки, вот. И в итоге, прежде чем это сделать, прежде чем сказать, что хочу пойти на дизайнера интерьера, я проштудировала весь интернет, узнала все, что хотела, нашла институт, куда я могу пойти на переквалификацию. В итоге я рассказала родителям и была удивлена, потому что они меня поддержали абсолютно 100%, сказали: круто, отлично, у нас, значит, в семье будет 2 дизайнера. Вот, значит, это первое, когда я решила изменить, наконец-то, то, что у меня в жизни происходит, и сделать так, как действительно я этого хочу, то, что, к чему у меня лежит сердце. Второе, я считаю, это то, что я решила начать вести свой YouTube-канал. Страсть к съемкам с самого детства. Я сколько себя помню, со всеми моими подружками, друзьями всегда мы все время что-то снимали. Я все время писала всякие, придумывала сценарии, идеи, снимали какие-то мини-фильмы, снимали сериальчики, клипы. Я сама вообще копалась просто в интернете, всегда обожала копаться в интернете, изучать программы. Изучила на тот момент, единственное, что было доступным, это Windows Movie Maker, кто его знает. Что-то там создавала, делала. Жаль, что у меня это не сохранилось, потому что на тот момент я не знала, что нужно сохранять его как MP4 формат. Сохраняла в виде проекта в Movie Maker, естественно, многие файлы стерлись, удалились. Ну, в общем-то. И я всегда хотела на ютубе что-то снимать. Нет, вы просто представляете, если бы, мне кажется, я бы была одним из первых, кто в нашей стране YouTube начал вести серьезно, если бы я это делала тогда, когда у меня появилось к этому желание, а появилось оно буквально практически сразу, как YouTube появился в интернете. Но, по сути, я бы больше 10 лет уже была бы в Ютубе. Это на сегодняшний день это считаются ветераны Ютуба. И каждый год я думала о том, что, так жалко, что я все-таки не начала YouTube. И так каждый год, так жалко, что я все-таки не начала YouTube. И я уверена, что так многие ощущают себя с многими профессиями, с многими какими-то мечтами, целями. Каждый раз ты думаешь, что жалко, что я это не сделал. И
Реально, я не хочу жить, оглядываясь назад, и жалею, что я что-то не осуществила в своей жизни, потому что действительно вот эти молодые годы, они реально быстро летят. Я не знаю, почему последние годы, они просто стремительно пролетают. Я даже не помню многие события, которые были 2 года назад, из-за того, что все так быстро летит, время. Возможно, я в таком возрасте, что сейчас все быстро так двигается. И я решила, что все, надо делать. Собралась, долго собиралась, реально долго, чтобы создать видео предыдущее, DIY шины. Я это сделала. Сейчас вот решила это видео сделать. Я очень долго собиралась, чтобы сделать это видео. Я боялась, что оно будет очень длинным, и я думаю, оно и вышло очень длинным, и что его мало кто будет смотреть. В итоге я себя переборола, и я начала. Надеюсь, что у меня хорошо все пойдет. Третье, о чем я мечтала, еще прежде, чем я это расскажу, у меня есть такая традиция: каждый год после своего дня рождения я всегда в своем блокноте пишу, а блокнотов, кстати, у меня миллион. Если вы также любите блокноты, как и я просто собираю везде красивые блокнотики, и они просто у меня повсюду, по всему дому. Ставьте лайк. И я всегда пишу цели, которые я хочу осуществить до своего следующего дня рождения. И я пишу, и потом, конечно, на протяжении года столько событий происходит, что я уже забываю про этот список. И каждый раз случайным образом я натыкаюсь на него ближе уже, получается, к концу года. И серьезно, каждый раз я так удивляюсь, что я сама того не знаю, не понимаю. Многие свои мечты осуществила за год. Это очень круто. И из года в год у меня одни и те же мечты переходили. Это YouTube, начать YouTube-канал. Второе – это выучить французский. Это моя большая страсть. И когда-то, скажу так, в детстве владела 3 языками на уровне носителя. Они были для меня просто моими родными языками. Это был английский, французский и армянский. И, в общем, не буду долго рассказывать. Смысл в том, что французский со временем я забыла, английский так и остался у меня на уровне носителя, я его поддерживала. А французский, как-то всегда не находилось чего-то. Времени, денег, еще что-то, приоритеты были другие. И сейчас, когда я сижу без дела, я поняла, что все, надо начать. И я так и сделала. Ça, c'est un article. C'est un article RNFI. Je peux vous allez prendre connaissance des types d'articles.